Всем привет! Вы смотрите канал Хлам Знаний. А значит, пришло время узнать что-то новое и интересное. Сегодня вы узнаете количество военнопленных немцев, как их использовали и условия жизни в плену. Раскроем, сколько из них служило в советской милиции и как бывшие офицеры вермахта, сменив свои имена и фамилии на еврейские, пошли служить в армию Израиля. Как и когда бывших немецких военнопленных отправляли в Германию и сколько немцев остались после плена жить в СССР. Устраивайтесь, друзья, поудобнее и внимайте. Как всегда, будет интересно, не скучно и познавательно. Смотрим до конца. Это отличная история для пересказа в компании. Количество военнопленных немцев. Прежде всего стоит сказать о количестве военнопленных нацистской Германии в Советском Союзе. В вермахте и в войсках СС воевали ведь не только немцы. Вся Европа активно поучаствовала в крестовом походе против СССР. По официальным советским данным 1956 года за время Великой Отечественной войны солдаты Советского Союза взяли в плен 2 миллиона 390 тысяч немцев. Это данные после учета пленных по национальностям. Где работали и условия жизни пленных немцев. Ущерб народному хозяйству СССР в годы войны был нанесен колоссальный. Исправить и восстановить все в короткие сроки было очень сложно. Труд военнопленных оказался очень даже в тему. Людей не хватало, поэтому из лагерей немцев отправляли на работы по восстановлению заводов, железных дорог, использовали в коммунальном хозяйстве. Они восстанавливали старые и строили новые дома в городах. Использовались при строительстве дорог в труднодоступных местах, при добыче угля, железной руды, урана. Привыкшие к железной дисциплине, большинство немцев работало на совесть. Сказывалась и советская пропаганда. Их отношение к работе было показательным. Немецкая трудовая дисциплина стала нарицательной. Немцы активно осваивали рабочую лексику, учили русский язык. Однако значение слова «халтура» они не могли понять. За работу щедрые победители выдавали уже не только продуктовую пайку, но и денежное довольствие. И это в послевоенных условиях. Голодные дети того времени слюной исходили, когда немцам котел с наваристым борщом несли. Дополнительно пленные могли даже получать письма, посылки и денежные переводы с родины. Им выдавались мыло и одежда. Всего этого местное население было лишено. Для тех, кто подчинялся, не нарушал приказов, был полезен, начались относительно неплохие времена. Немцы организовывали театральные кружки, хоры, литературные группы. В лагерях разрешалось читать газеты и играть в неазартные игры. Многие пленные изготавливали шахматы, портсигары, шкатулки, игрушки и разную мебель, продавая либо обменивая на продукты и вещи. Репатриация военнопленных из СССР. Немцы стали уезжать сразу по окончании войны. Первыми уехали больные и инвалиды. Они не могли работать. Так зачем их кормить и лечить в тяжких послевоенных условиях? Проще отправить домой, к родным, поддерживая. Все трудоспособные продолжали трудиться. Перспектив на скорую отправку домой не было у военных преступников и у эсэсовцев. Их судьбу решал трибунал, после которого тюрьма или высшая мера. После войны на родину вернулись порядка 2 миллионов немцев. Примерно 150 тысяч человек остались в СССР. Официальная статистика 1950 года при этом сообщала, что в Союзе осталось всего 13 546 немцев. Позже оказалось, что пересчитали лишь тех, кто на тот момент находился в тюрьмах или следственных изоляторах. Отъезжающим в Германию предоставляли вагоны, оборудованные печами. Им выдавалось белье, мыло, табак и медикаменты. Немцы перед отправкой домой покупали фотоаппараты и часы, скупали товар в ювелирных магазинах. На работу в милицию. В ноябре 1949 года МВД СССР
выпустила циркуляр номер 744, в котором сказано, что военнопленные запросто покидают места содержания, лечатся в гражданских больницах, устраиваются на работу, в том числе и на режимные объекты, и даже вступают в браки с советскими гражданками. К тому времени вооруженную охрану лагерей сменила самоохрана из числа пленных. Оружие ее сотрудникам не полагалось. К 1950 году представителей самоохраны стали зачислять на работу в милицию. Так было трудоустроено не менее 15 тысяч немцев. Ходили слухи, что, служив год в милиции, можно проситься домой, в Германию. Немецкими офицерами укрепили армию Израиля. Известно и то, что 58 тысяч немецких военнопленных изъявили желание уехать в Израиль. В 1948 году при помощи советских военных инструкторов стала формироваться армия еврейского государства Цахал. Ее создатели предложили пленным немцам свободу в обмен на воинский опыт. Причем, точно так же, как и этническим русским офицерам Цахал, немцам пришлось менять свои имена и фамилии на еврейские. Предполагали ли они, направляясь на войну с жидами и комиссарами, чем закончится их поход? Связи женщин-победительниц с представителями армии агрессора. Из-за войны в СССР сложилась огромная диспропорция между женским и мужским населением. Сразу после войны численное соотношение полов в советской деревне составляло 2,7 к 1 в пользу женщин. Этот демографический перекос серьезно влиял на ситуацию. Еще во время войны отмечались случаи нежелательных связей, а после войны они участились, несмотря на преследование лиц, замеченных в них. Женщины увольнялись, ставились на учет компетентных органов и так далее. Такие отношения были обычным явлением. Было не только сожительство между немцами и советскими женщинами, но и зарегистрированные браки. Увеличивались возможности для контактов пленных немцев с местным населением, несмотря на то, что бдительные товарищи зорко следили за этим и строго пресекали обнаруженные факты. И в лагерях возникали условия для неуставных взаимоотношений между пленными и женщинами из обслуживающего персонала, медсестрами, поварихами и так далее. Связи были не всегда продолжительными, но новые семьи создавались столь часто, что 12 февраля 1947 года появился указ Президиума Верховного Совета СССР, запрещающий браки между иностранцами и советскими гражданами. Но пофигу, стали пытаться легализовать отношения. Это привело к тому, что пленные стали обращаться за советским гражданством. Известны десятки эпизодов, когда официально фиксировались браки пленных с советскими гражданками в конце 40-х. Сколько их было всего, неизвестно. В конце 40-х годов было 8 случаев официально зарегистрированных браков женщин с бывшими военнослужащими вермахта, только в Вологодской и Архангельской областях. А в Горьковской области, где пленные строили ядерный закрытый город Арзамас-16, Саров, в 50-е годы произошел рост числа немецких фамилий. Установить, сколько было таких немцев, невозможно. В масштабах СССР речь идет о нескольких десятках, максимум сотнях человек. Одним из последствий войны стали дети, рожденные от немецких оккупантов. Они были на всех оккупированных территориях. Среди них и те, кто родился у советских женщин от немецких военнопленных. Понятно, что такое количество мужчин, пусть и в чужой форме и говорящих на другом языке, не могло не привести к межнациональным связям с рождением детей. А что же с детьми? Тут несколько сложнее. Несмотря на то, что рождение ребенка от немца не вело к каким-то репрессиям, ни по отношению к нему, ни по отношению к матери, официальной статистики на этот счет нет. Но исследователи говорят про величину от нескольких тысяч до десятков тысяч на весь Советский Союз. Деньги, еда, жилье, работа, семья, дети. Естественно, не все бывшие военнопленные захотели возвращаться из плена в разрушенную и проигравшую Германию. Часть из них переехал к своим новым семьям.
И еще, с 1944 по 1948 года произошло 11 403 побега из лагерей для немецких военнопленных. 10 445 беглецов были пойманы. Судьба остальных, 958, неизвестна. Вряд ли многим из них удалось добраться домой. Где-то осели на просторах нашей огромной страны. С вас лайк и подписка, а я пошел искать новый материал. Берегите себя.